Prima di tutto cerchiamo di capire dove siamo. Siamo in Russia, come vedete scritto qua, ma la Russia è un paese a dir poco enorme. Si tratta di 11 fusi orari da ovest a est, partiamo dall'Europa fino ad arrivare in Giappone. Praticamente tutta la parte nord dell'Asia è tutta Russia, che vi faccio vedere più in dettaglio. Quindi questa è la città di Mosca. E noi siamo andati a sud-est, diciamo, qua nella cittadina di Kolomna e Zaraisk. Kolomna si trova sulla confluenza del fiume Moskva, che è il fiume che finisce nella città di Mosca, attraverso tutta la città, e il fiume Ak. Quindi qui, nell'angolino proprio della confluenza, c'è la città di Kolomna. Zaraisk invece è un'altra città a circa un'ora di auto o di autobus da Kolomna, e insieme fanno questo complesso turistico. A Kolomna si fa la pastila, quindi questo dolce a base di pasta di mela e zucchero. Andiamo a scoprirlo. Pойдем. Questa è la pastila. Sembra un po' il pan di Spagna, ma in realtà non c'è farina, è solo mela e zucchero. Questa nello specifico si chiama Soyuz, non c'entra niente con l'Unione Sovietica, Soyuz vuol dire unione in russo, ed è l'unione di 4 gusti diversi: mirtillo, mela, banana e ciliegia. Andiamo al museo e Natalia e Sofia ci spiegheranno cosa è la pastila, da dove nasce, chi l'ha portata a Kolomna e perché si fa. Andiamo. Вау, Смотри, отлично. отлично. Ты видишь? Теперь вижу. А это кофе как джезва. Да, это турка и кварцевый песок. Да. Да. Вау, мне очень нравится. Вот эта чашечка, это реплика музейная. Это 18 век. Был такой первый завод фарфоровый в России, второй, вернее, Гарднера. Первый был Ломоносовский завод в Петербурге, императорский. Но они, когда начали выпускать посуду, они удерживали нишу огромных княжеских сервизов. Они выполняли заказы для дворянства, для первых лиц государства. А вот для среднего уровня просто чайные пары они не делали. Вот. И тогда Екатерина Великая ткнула Гарднера в живот пальцем, сказала: ты будешь делать чайные пары. Вот. А он до этого делал только фарфоровые курительные трубки. И он начал делать вот этот. И завод по сей день работает. Вот. И они сохранили вот эту историческую форму.
Ну, как вас зовут? Меня зовут Наталья Никитина. М? Я являюсь директором музейно-творческого кластера, который называется Коломенский посад. Мгм. Коломенский посад – это то место, где мы с вами находимся. Это территория, которая находится в самом сердце исторической Коломны, за стенами Коломенского Кремля. Я Софья Булавацкая. Я музейный сотрудник и долгое время изучаю историю Коломны. Исследователь, историк. Да, исследователь. Долгое время исследовала творчество нашего гения места, писателя Ивана Ивановича Ложечникова. Он оставил очень много воспоминаний о Коломне. Родился в богатой купеческой семье больше 200 лет назад. Очень интересны эти воспоминания. Надеюсь, они пригодятся вам вот в вашем тоже исследовании. Где мы? Мы находимся в музейном... Я пробую. Конечно. Мы находимся в музейном кафе, которое называется «Вкусные истории». Здесь нет ни одного случайного рецепта. Мгм. И все, что вы видите на столе, напрямую связано с историей России, Мгм. с гениями России, с писателями, с нашими земляками, с писателями первого порядка. Ну вот, например, мороженое, которое у вас из малины сорбе, это мороженое из плодов, рецепт Софьи Андреевны Толстой. Вау. Записан, у нас есть ее автограф, где она записывает сама своей рукой. Этот автограф мы получили из музея, Государственного музея Толстого, ГМТ, что находится в Москве на Причистенке. Мгм. В этом музее огромный архив фотографий, рукописей, документов. Да. Вау. И музей с нами поделился и разрешил нам использовать, мы оцифровали ее поваренную книгу и используем эти автографы в своих меню и в приготовлении этих десертов. Они даже хотели издать эту книгу рецептов не Это только, интересно, не очень только интересно. их семьи, Мгм. но и гостей, которые к ним приходили. Там есть пастила Афанасий Фета, это наш великий поэт русский, квас князя Долгорукова. Все гости, которые к ним приходили, Мгм. когда им что-то вместе всем нравилось, она все брала на Вау. карандаш и записывала. Это отлично. Да. Софья записывала на каждый день меню для семьи. Вау. Ну, это очень вкусно. Да, это вот Очень ее вкусно, рецепт. да. Здесь нет молока, Да. здесь есть только белок. Яйца? The Да. White Pat. Вау. Смотри. White pad, да. Ягоды, сахар. Мгм. Молока нет. What is pastilla? Because Пастила- nobody knows in Italy Пастила what – это средневековый консерв, it is. Мгм. способ сохранения урожая. Мгм. Само название от слова «пастилить». Пастили. Пастилали Мгм. и высушивали. Мгм. Есть две разновидности. Вот говорите, как джем. Есть плотные сорта, где нет белка. А вот здесь, вы видите, похоже на бисквит, да? Мгм. Похоже на бисквит? Вот это особенно похоже на бисквит. А это все пастила? Это все пастила. О, всё я не знаю. пастила. Я знаю только вот это. Нет, это все пастила. Да, вау. This is why I really like this. А смотри. Мурашки. Вау. Так вам хочется все попробовать? Да. Ага. Потом, yeah. Мгм. Вот Because это пастила. В Коломне кто-то догадался в какой-то момент в яблочное пюре взбитое добавлять белок. Мгм. Белок превращает вот это пюре темное Мгм. в светлую, белую, воздушную массу. И при высушивании она похожа на бисквит, но муки там нет. Яблоки, сахар и ягоды. И вот это вот отличительная особенность коломенской пастилы, что в пюре добавляли белок, и она превращалась в такое облако, и когда высушивалась, было похоже на бисквит. Вот недавно изучала архивные документы по Нижегородской ярмарке, в основном такие документы сохранились, и упоминаются там, чем ну вот самые продукты, славящиеся на всю Россию Мгм, в мгм. XIX веке. И среди них, если честно, когда про это ну, просто краеведы говорили, где-то как бы это писалось, я думала, что это изначально, что это просто ну, преувеличение, может быть, какое-то или реклама. А на самом деле, когда начинаешь изучать документы, вот действительно коломенская пастила славилась. И то, что говорят, что это была визитная карточка, и что вот словосочетание коломенская пастила еще в XIX веке, по крайней мере, вот как вот в документах встречаешь, это был вот бренд.
почему-то вот и вот Коломенская пастила, иногда упоминается еще Ржевские пастилы. Также раньше я думала, что это ради красного словца все время говорится, как императрицу Екатерину II встречали с пастилой, когда она посетила Коломну. А потом, когда начинаешь изучать документы, вот сейчас я как раз читала, и как в Москве встречали один раз государя-императора тоже в XIX веке, коломенская делегация прибыла в Москву, и вот они встречали императора тоже местным брендом коломенской пастилой. Еще в XIX веке про это упоминание, может быть, и ранее есть. Просто вот какие я сейчас вот смотрю документы XIX века, смотрела пособие для солдат. И специально было выпущено пособие для солдат в XIX веке. И там вот приводится такой случай, что государь-император из столицы Санкт-Петербурга прибывает в Москву, и делегации из разных городов его встречают. И мне кажется, это про Александра II, но боюсь вот ошибиться. Вот коломенская делегация, она прибыла с пастилой. Ну, то есть на Руси во всех городах дорогих гостей встречают хлебом и солью. А в Коломне встречали не хлебом и солью, а пастилой. То есть это вот дорогого гостя встречали пастилой. Wow. When this museum opened? Музей был открыт в 2009 году. And why you choose food? Ну, во-первых, мы любим поесть. Конечно. Это тоже мой первый. Да. Вот. Во-вторых, нам было очень интересно, что же это такое, что славило Коломну на всю Россию. Потому что к тому моменту, когда мы об этом узнали, о пастиле, ее не было в городе совсем. Никто про нее ничего не мог сказать толком. Когда мы решили ее сделать, попробовать, мы начали искать рецепты. Рецепт нашли в Национальной библиотеке в Москве имени Ленина, в Национальной библиотеке. Вот. Потом позже уже в Коломенском краеведческом музее обнаружилась этикетка от коробки. Последнее производство было закрыто в 1917 году. Ее не было, мы считали, это порядка 90 лет. Почти 100 лет. Забыли на 100 лет. И вы знаете, у нас есть писатели, исследователи, они утверждают очень интересный факт. Пастила требует мирного времени. Люди заботятся о своем чайном столе, когда есть хлеб, когда есть все самое простое. Пастила это уже вот такой, как бы, ну не то что роскошь, да, она несовместима с войной, несовместима с каким-то тяжелым временем, да. И это как такой мерило мирной, счастливой жизни, когда есть пастила на столе. Вот эта музейная этикетка. Вот Екатерина Великая, которая приезжала. Вот изображение самой фабрики. Это был Коломна? Да, это Коломна. Вот сам купец Чуприков в Коломне. Видите? Малиновая пастила. В Коломне. Да, с твердым это знаком. Старый знак? Да, старый знак, да, в Коломне. Петр Карпович его звали. В Коломне было очень много садов. Сады были приватные, частные сады. Ну, считалось, если 100 яблонь, то это небольшой сад. На самом деле, представляете, сколько это плодов? И когда в августе они созревают, в начале осени, да, яблок море, очень много. Да. Вот. И люди очень быстро поняли, что это месяц-два, максимум 3, и урожай исчезнет. Да? Его нельзя сохранять круглый год до следующего, свежие яблоки. Да? Можно, но сложно. Это специальное хранилище, там, специальная бумага и так далее. Вот. И тогда придумали перерабатывать эти плоды в пастилу, с тем, чтобы яблоки не уходили со стола, а были в таком переработанном виде, как десерт. Постановление документов, то, что мы нашли подтверждение, 1717 год. Именно коломенская пастила. Ей больше 300 лет, но мы уверены, что она существовала и раньше. Это мы в документах нашли. Да. А так-то она точно была раньше, потому что первые сады в Коломне, упоминание, 1372 год. Это что, Иван Грозный, да? А Дмитрий Донской, это Панфилов сад? Да, еще с XIV века упоминаются сады. К сожалению, археологам сложно подтвердить археологические существование садов, так как яблочная косточка не хранится так, как другие косточки, она быстро разлагается в земле. Ну,
больше, чем там за 500-600 лет, как бы трудно и сохраниться. Но то, что вот заключают коломенские исследователи из письменных источников, из упоминаний, с незапамятных времен в Коломне существовали яблоневые сады, и специализированные, причем сады, где росло много разных сортов яблонь. И именно на продажу их содержали, эти сады, как источник дохода. Тот, у кого был яблоневый сад, если яблоневый сад был большой, он приносил крупную сумму денег. Мы 21 мая заложили свой исторический сад. Это 60 километров отсюда. Земля принадлежала Федору Михайловичу Достоевскому. This is the oldest place in Kolomna. On this hill, the city appeared in the 12th century. This is a high bank of Moscow River. And Kolomna, since its foundation in the 12th century, was a war city. And in the 16th century, they built a new fortress. And you can see many churches on the territory of Kremlin. It's because Kolomna is a great spiritual center since the 14th century. Солнце и дождь. Солнце и дождь. Очень красиво солнце, но дождь. Ma secondo voi, in un posto di castelli, misteri, imperatori, principi e zar, può mancare una leggenda? Sofia ci racconta di Marina Mniszek, la principessa rinchiusa nella torre del Cremlino di Kolomna. Пойдем. Да, здесь добрый день. Здрасте. У нас сегодня гости. Здравствуйте. Marina Mniszek. She lived during a time that was called in Russian history the time of troubles. By this time ended Rurik dynasty, but the Romanov dynasty didn't begin yet. And Marina Mniszek, she was born in Poland in a very rich family, but in May 1606 she came to Moscow to become the wife of the first false Dmitri. And who was the first false Dmitri? He pretended that he is the son of Ivan the Terrible, the last representative of Rurik dynasty. Yes, he pretended that he is his son, Dmitri. That is why he is false Dmitri. And the first false Dmitri, because there was a second false Dmitri, the third false Dmitri, and so on. And so Marina Mniszek, she was just 18, he arrived to Moscow and became his wife and Russian Tsarina. But just for a few days. There was a coup d'etat and the first false Dmitri was killed. Marina Mniszek, she managed to survive and escape. And she traveled from city to city, from town to town. And then she came to Kolomna in 1611. And Kolomna at this time was, there were also Polish armies here. And before they left, they took great treasures from Kolomna. And somewhere, so that not to carry a heavy burden, they buried this treasure. People try to find the treasure, but they cannot. And they explain it by a legend, that Marina Mniszek was a witch, and she put a terrible curse on the treasure. That is why no one can find it. But we must remember that legends are mythical reflections of reality. They were real facts that connected Marina Mniszek with Kolomna, and besides, there really existed this treasure, and people really tried to find it for many centuries. Still, they didn't find, so you have a chance. Come to Kolomna again. Lopatka. With Lopatka, yes.
And then, several years later, we know from history that Marina Mniszek was captured by the armies of the new Romanov dynasty, and she died. But where she died, or from what cause, we don't know. No written sources remained about this time. But we know that she died very young. She was about 26 years old. But people in Kolomna remembered that she actually lived here. Besides, towers like this in the fortress were often used as prisons. And in this way, there appeared a legend that passed from generation to generation and came to our days. The legend told that Marina Mniszek, that she was a witch, and she was imprisoned in this tower, and she turned into a black bird, a magpie or a crow. She flew out of one of the loopholes, and in this way she tried to find her freedom, or probably she tried to find the treasure which she buried somewhere. And up till nowadays, in the blackbirds that you could see while you walked around the fortress, there are lots of blackbirds, and especially they like to fly around this tower. So in these blackbirds lives the soul of Marina Mniszek. Anche questa volta abbiamo concluso questo viaggio nella Pastila di Kolomna. Abbiamo scoperto come un ingrediente semplice fatto di purea di mela, zucchero con l'aggiunta di albume ha cambiato lo stato e la storia di questa città, ha permesso ai suoi governanti, ai suoi re di andare a cospetto dell'imperatore con un prodotto unico e nessun altro aveva. Natalia, una direttrice attenta, appassionata della qualità e dei dettagli del suo museo. Sofia ti fa entrare nei secoli dei gusti, va alla ricerca di ricette nascoste all'interno di documenti nelle maggiori biblioteche della Federazione Russa. E poi ci sono tutti i lavoratori del museo, a partire da Irina, che ci ha accompagnato alla scoperta del museo della Pastila. E poi le ragazze gentilissime che ci hanno offerto il caffè, ci hanno portato il gelato, ci hanno accolto nel loro giardino e ci hanno fatto sentire come a casa. Ecco, Marina Mniszek ha nascosto questo tesoro da qualche parte, seppellito nel territorio di Kolomna. Ecco, noi pensiamo che il tesoro è stato trovato da tutti gli abitanti di Kolomna ed è la Pastila. È un tesoro fatto di passione, di gusto, di gentilezza e di accoglienza che tutti gli abitanti di Kolomna hanno nei confronti dei turisti o dei visitatori della città. Grazie di tutto. Alla prossima.